В 2019 году Яна забеременела. Она должна была родить в феврале 2020 года. Но в декабре месяце у нее вдруг началось кровотечение, и ее доставили на скорой помощи в один из роддомов города Харькова. Так как она участница программы ЗПТ, она об этом сказала, и это написано в ее обменной карте. Вот этот вопрос быстро согласовали, ее родственники доставляли ей препараты с сайта ЗПТ. Яне сделали кесарево сечение, и у нее родилась дочка. Ребенка перевели в перинатальный центр для наблюдения, а Яну после реабилитации выписали из роддома. Лечь с ребенком в перинатальный ей не разрешили, потому как у нее была, то есть у нее есть диагноз зависимости, и ее заставили сделать дорогостоящее обследование. Только когда Яна прошла это обследование, ей разрешили лечь в перинатальный центр. В один из дней девочку принесли на кормление, и она не стала кушать. И Яна поставила бутылочку, положила ребенка в люльку и сама присела на кровать и заснула. Медсестра увидела ее спящей и тут же созвала всех, кто был в отделении, начала кричать: «Ты неадекватна, обдолбалась, ребенка нужно оградить от твоего влияния». И ее в этот же день выгнали из больницы. Самое интересное, что уже на следующий день у Яны дома были представители социальных служб, которые пришли проводить акт, как это называется, обследование жилья. Причем акт, все в порядке, там не было никаких замечаний. Через короткое время состоялась комиссия в службе по делам молодежи, семьи и молодежи, где Яне сказали о том, чтобы она бросила наркотики, дали ей год на это, чтобы она стала нормальной, и через год она пришла бы и попробовала бы забрать своего ребенка. Причем они заставляли ее в буквальном смысле написать отказ от ребенка. Яна отказалась писать этот отказ. Яне не разрешали видеться с дочерью. Один раз ей дали подержать ее на руках. И на следующий день, когда она пришла, ей сказали, что Вероника рвала кровью, и обвинили Яну в том, что она заразила ребенка какой-то неизвестной инфекционной болезнью. И сказали больше не приходить. Когда Яна столкнулась вообще с этой ситуацией и поняла весь ужас, она была в растерянности, и единственное, что она смогла сделать, это позвонить на горячую линию ЗПТ, и там ее перенаправили к параюристкам, ко мне, и мы уже связали ее с адвокаткой безоплатной правовой допомоги, которая сопутствовала нас на каждом шагу и подсказывала нам, что делать, и как, и куда обращаться, и куда писать. Она сделала адвокатский запрос в перинатальный центр о передаче медицинских карт и схем лечения, приложив дозвел Яны на раскрытие статуса. Однако перинатальный центр не ответил на этот запрос. Они просто сказали, что не имеют права этого делать, и нет в украинском законодательстве такого закона, по которому можно разглашать медицинскую информацию. Мы написали запрос, есть ли показания содержать малышку в перинатальном центре, на который нам просто ответили, что да, показания есть. Мы написали запрос в социальные службы, чтобы нам дали копию решения комиссии. Нам написали, что комиссия не принимала никаких решений, и параллельно дело передали в суд.
Яна очень волновалась все время, она спрашивала: Наташа, мне отдадут ребенка, мне отдадут ребенка. И ее гражданский муж говорил мне, что Яна все время говорила ему: если меня не станет, ты, пожалуйста, позаботься о Веронике. И вот просто, пожалуйста, сделай все для того, чтобы она была счастлива. Я не знаю, что сказать, потому что вот за день до того, как случилась трагедия, я снимала видео, где Яна рассказывала о пользе программы ЗПТ, о том, как это изменило ее жизнь и как вселило вообще надежду на будущее. А на следующий день ее муж позвонил мне и сказал, что Яны больше нет. В чем парадокс? Программа заместительной поддерживающей терапии – это лечение. Это лечение наркотической зависимости. И Яна стабильный пациент, была стабильным пациентом. Причем она не просто была стабильным пациентом, она шла на уменьшение дозировки. Поводом для возбуждения вот этого дела у докторов был только ее диагноз. Я считаю, что произошла страшная трагедия, в которой погибла девушка красивая, умная, добрая, которая могла бы жить и воспитывать своих детей. Я действительно не понимаю, какая параллель между диагнозом и материнством. О том, будет ли человек хорошим родителем, совсем не зависит от того, чем он болеет. С юридической точки зрения, женщины, являющиеся потребителями наркотиков и клиентками программы заместительной терапии, находятся в достаточно сложном положении. Действующее законодательство Украины никаким образом не защищает этих женщин, а скорее наоборот. Оно их угнетает и загоняет их в ту ситуацию, когда они вынуждены скрываться всеми возможными силами и скрывать тот факт, что они являются клиентками или желают попасть на программу заместительной терапии. Юридическая практика помощи женщинам, которые собираются попасть на программу заместительной терапии, либо уже являются пациентками заместительной терапии, в общем, можно сказать, что достаточно трагичная. К сожалению, большинство случаев не решаются хорошо. Единичные кейсы получаются положительными. В большинстве случаев женщина, замкнутая в круг между правоохранительными органами, близкими родственниками, которые никак не помогают ей, и медицинскими работниками, не находит нормального выхода из ситуации. Часто это заканчивается самоубийствами, и чаще всего это заканчивается тем, что ребенка все-таки у нее отбирают. Эти женщины не получают нормальной юридической помощи от государства. К сожалению, единственным шансом, единственной надеждой для таких женщин являются благотворительные фонды и общественные организации, оказывающие комплексную помощь женщинам с наркозависимостью, либо женщинам, являющимся клиентками ЗПТ. На данный момент по-другому им никак не получить юридической помощи. Если они обратятся даже в вторичную правовую помощь, скорее всего, им откажут, потому что они относятся к той категории, которая не популярна в нашей стране, которая презираема нашими государственными органами, которая не считается категорией, которая достойна оказания юридической помощи. Пройдя нелегкий, скажем так, путь, Анна, освободившись из мест лишения свободы, вышла повторно замуж, имея уже одну дочь, 11 лет. Забеременев во второй раз, она столкнулась с непониманием врачей, с тем, что со стороны врачей началась дискриминация, стигматизация по отношению к диагнозу наркозависимость. Анна решила в период беременности, стоя на учете, сменить врача. Врач сказала о том, что ты командовать здесь не будешь, ты будешь стоять у того врача на учете, который есть. И, смирившись с этим, Анна все-таки достояла на учете у этого врача, попала в роддом и родила вторую дочь. Делали кесарево сечение,
Анна проживала с матерью. И службы, осматривая, делая осмотр ее жилищных условий, социальный статус ее, они начали ставить всяческие условия. Значит, для того, чтобы забрать ребенка, они предлагали уйти с сайта заместительной терапии, перестать принимать метадон, находили всяческие какие-то причины для того, чтобы не отдать ребенка. И, в общем-то, в один из таких дней случился конфликт, уже когда Анна забрала ребенка, и, проживая вместе с матерью, которая злоупотребляла алкогольными напитками, у них с матерью получился конфликт. В ходе этого конфликта Анна, случайно ударила мать. И получилось так, что мать написала заявление в полицию о насилии. Но ситуация, которая произошла, она действительно требовала разбирательства, потому как именно мама, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала этот конфликт тем, что, находясь на кухне, и когда Аня вышла покормить ребенка, она сидела на кухне и курила. И Аня просто попросила ее не курить, потому как это вредно для ребенка. Самое интересное в этой ситуации, которая создалась, что бабушка, обратившись в полицию по случаю домашнего насилия, вызвав на дом патрульный экипаж, который приехал, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выложила таблетки, которые принимала Аня, которые она получила на заместительной терапии, и, обвинив ее в том, что она наркозависима, предоставила все это полицейским. И полицейские, не разбираясь в ситуации, абсолютно приняли заявление о домашнем насилии от Аниной матери. Когда она написала это заявление, она забрала с собой ребенка и пошла с ним в полицию. Старшую девочку, которая была, она пошла с ней в полицию и, написав заявление, вернулась домой, а Аня увидела, что ребенок не пришел с бабушкой домой. И когда она спросила, где ребенок, мать сообщила ей о том, что ребенка забрали в детское отделение больницы. Не имея никаких документов, Аня поехала в больницу, ей сказали, что ребенка ей не вернут, так как у нее будет суд по отношению насилия. И придумали еще всяческие отговорки, не дав ни единого документа. Первоначально со своей ситуацией Аня обратилась именно ко мне. После этого я посоветовала ей все-таки обратиться на горячую линию по вопросам наркозависимости, для того, чтобы получить более объемную информацию, которая касается ее ситуации. Но так как в дальнейшем работа с Аней продолжалась, все-таки со стороны службы по делам детей продолжалась атака. Параюристка ходила с ней в суд. Мы отбивались от всяческих заявлений, пытались все это оспорить, пытались всячески, оказывали всякое содействие. И суд в оконцовке пошел навстречу, и домашнее насилие, дело было закрыто, ограничились предупреждением, и никаких вопросов по этому поводу больше не возникало. А по поводу ребенка старшей девочки, которой было на тот момент 11 лет, они подали иск на лишение ее родительских прав. Но по истечении времени, когда пришла повестка в суд, оказалось, что этот иск был в отношении обоих дочерей Анны. И когда мы пришли в суд с возражением, и поговорив со специалистами службы по делам детей, они все-таки пошли Ане навстречу и отозвали свой иск, но поставив условие, чтобы Анна посещала психолога несколько месяцев. Дети в тот момент находились с ней, но так как Анна была зависима от матери и проживала вместе с ней, получилось немного не так, как хотели службы, немного не так, как хотели все. Мама склоняла ее к употреблению спиртных напитков, и Аня их употребляла периодически. И вся эта ситуация, опять же, привела к трагедии. 1 сентября 2019 года Аня умерла. Аня стремилась к тому, чтобы создать семью, создать свою жизнь такой, как она хотела ее видеть. Она хотела быть хорошей женой, хорошей матерью. Она пыталась вылезти из этой всей ситуации. Я старалась всячески ей помочь.
Если бы не диагноз наркозависимость, возможно, все было бы по-другому. Со стороны всех органов, в которые она пыталась обращаться, с которыми она пыталась работать, не было бы такого отношения, какое было к ней. Она все делала правильно. Но почему получилось так? Одна из главных проблем, с которой сталкиваются женщины, это проблема, прежде всего, терминологии. Как бы странно это ни звучало, но их проблемы, прежде всего, завязаны на проблему терминологии. Действующее законодательство не имеет четкого определения наркомания во всех нормативных актах. У нас несколько нормативных актов дают несколько разных определений. Но все государственные органы, которые принимают решение о лишении родительских прав, используют термин «наркомания». Женщины, которые, по мнению государственных органов, имеют диагноз наркомания, находятся под очень большим давлением, прежде всего, когда у них есть дети, не достигшие 16 лет, потому что они находятся под угрозой лишения родительских прав. Если женщина понимает, что ей нужно пойти на заместительную терапию, но при этом у нее есть ребенок, фактически ее ставят перед выбором собственное здоровье, либо лишение родительских прав. Это очень тяжелый выбор. Поэтому каждая женщина, которая приходит, да, фактически можно сказать, что она совершила подвиг, она переступила через все эти сложности, она пришла и она сделала выбор, но это не значит, что она плохая мать. Как говорят наши органы государственной власти, как любят говорить суды, как любят говорить органы социальной защиты. Такой сложившийся круг, он показывает нам несовершенство этой системы и говорит о том, что нам срочно нужно что-то менять. Очень частые случаи, очень частые кейсы, когда женщина обратилась на программу заместительной терапии, она получает лекарства, она соблюдает все требования, предписания врачей, но при этом кто-то добрый, например, из родственников, из знакомых, из соседей, сообщает, что она плохая мать, она потребляет наркотики, потому что в сознании общества, если ты пациент заместительной терапии, ты потребляешь наркотики, то есть ты такой же наркоман. Люди не видят разницу между заместительной терапией и употреблением наркотиков. Люди сообщают, и женщину могут лишить родительских прав. При этом достаточно частая ситуация, когда по факту отец ребенка тоже является потребителем наркотиков, но он не пошел на программу заместительной терапии, нет документов, подтверждающих его диагноз, и, соответственно, этого ребенка оставляют с отцом. Можно ли такую ситуацию назвать защитой ребенка, защитой прав ребенка? Ни в коем образом. Поэтому система должна изменяться в ту сторону, которая будет реально защищать права ребенка, а не выполнять какие-то формальные предписания закона. Когда Саша обратилась в родильный дом за выпиской для своей новорожденной дочери, ей в резкой форме отказали под предлогом того, что за новорожденным ребенком недостаточное наблюдение. Девочку вместе с Александрой из родильного отделения не выписали, ее оставили в больнице, ссылаясь на карантин по гриппу. В это же время дома у Саша подверглась насилию со стороны сожителя. Он забрал у нее все вещи, он забрал ее телефон, поэтому Саше пришлось просить о помощи соседей. Но полиция, приехав, даже не сняла побоев. Они просто отфотографировали все, сказали, что старший ребенок проживает в не тех условиях, в которых должен жить ребенок. Забрали с собой ребенка, Сашу, сожителя. Они сказали, что мы позвоним твоей маме, она заберет сына, не переживай. На самом деле обманным путем ребенок был передан в приют. В дополнение к этому мама Саши, находясь в нетрезвом состоянии, снова подвергла ее психоэмоциональному насилию, обзывала наркоманкой и так далее. Полицию Саша уже не стала вызывать, потому что боялась за возвращение детей домой.
Сразу после этого Саша обратилась на национальную горячую линию по вопросам наркозависимости и заместительной поддерживающей терапии. Так получилось, что она как раз попала на девушку. Девушка больше недели вела Сашу онлайн, полностью переживала с ней все вот эти эмоционально, все вот эти моменты. Это было очень тяжело, они вместе плакали, они вместе смеялись. И Саша говорила потом неоднократно, что я не представляю, если бы этого человека не было в моей жизни, если бы вот не случился этот звонок и этот человек, как бы вообще я тогда с этим справилась. То есть, тогда это был такой переломный, решающий момент, когда Саша приняла решение не стоять на месте, а что-то делать, потому что она была в абсолютном роспачи, и она даже не могла неделю назвать свою фамилию, она боялась. Там была настолько сильная самостигма, что она только свое имя называла и все время спрашивала: а я никак не пострадаю, а мои дети никак не пострадают, а у вас пишутся звонки и так далее. Было очень больно, тяжело это слышать. Мы все сопереживали Саше, и таким образом ее передали параюристке, и, собственно, они начали действовать. Итак, Саша обратилась за выпиской своей новорожденной дочери, но сразу же подверглась таким нападкам, типа, что мать-наркоманка может дать дочери, подверглась сильным оскорблениям, опять же, психоэмоциональному насилию. Больница подала заявление в службу по делам детей и в полицию о том, что Саша не занималась судьбой дочери, не интересовалась ею, хотя на самом деле ей просто не позволяли этого делать. И тогда им с параюристкой пришлось начинать активно работать. Саше пришлось предоставлять на нескольких комиссиях, доказывать свое право на материнство. Ей пришлось доставать какие-то справки непонятные, вплоть до того, что ее принуждали переклеивать обои в квартире. И на каждое это действие давалось не больше месяца. Самое страшное и такое, о котором просто, когда говоришь, у тебя мурашки по коже, что все это время при живой маме, у которой есть квартира с какими-то обоями, где в этой квартире лежат детские игрушки, к которым они привыкли, где стоят их кроватки. Все это было, но дети не были рядом с мамой. Мальчик находился в приюте, а девочка сначала в больнице, а оттуда ее уже перевели в детский дом. На сегодняшний день дети с Сашей, благодаря действиям нашей параюристки, дети с мамой. Но я не скажу, что это история с хорошим концом, потому что за Сашей ведется постоянный присмотр, за ней постоянно наблюдают службы по делам детей. Единственное, чего они не замечают, это побоев, которые очень часто носит Саша, а также насилие, которым она подвергается со стороны сожителя и мамы, к сожалению. Чисто по-человечески все то, что произошло с Сашей, могло произойти с любой девушкой в нашей стране, которая находится на программе заместительной поддерживающей терапии и имеет детей, к сожалению. Пока у нас будет прелестная 164-я статья, которая говорит о том, что такие, как Саша, могут быть лишены родительских прав, все эти истории могут быть. И чисто по-человечески ей очень сильно повезло, что дети вернулись, потому что у этих историй совершенно разные оконцовки, и не всегда они такие. По опыту работы организации в целом и проекта «Национальная горячая линия» по вопросам наркозависимости и заместительной поддерживающей терапии, таких ситуаций, к сожалению, случается все больше и больше почему-то в Украине. Возможно, это хорошо, потому что люди меньше боятся и больше озвучивают свои проблемы, потому что это было всегда, я больше чем уверена, это было. Просто оно настолько замыливалось, настолько была сильная самостигма и стыд, что сейчас, когда хотя бы чуть-чуть больше свобода слова и уже говорят о наркозависимости как о болезни, а не как о балдеже или там о какой-то вредной привычке, то хотя бы девочки начали звонить, хотя бы они начали говорить свои фамилии, потому что до этого, их же нужно было вытаскивать клещами. Но звонков, к сожалению, много. И в период эпидемии звонки увеличились. Как говорил профессор Преображенский, разруха
не в сортирах, а в головах. Поэтому для того, чтобы изменить вышеописанную ситуацию, нам прежде всего нужно менять отношения. Отношения работников правоохранительных органов, отношения медицинских работников, отношения социальных работников, повышать уровень понимания, что такое заместительная терапия среди обычного населения, среди тех бабушек, которые называют наркоманами, среди тех родственников, которые считают, что пациенты заместительной терапии – это наркоманы. И, в принципе, чем больше будет уровень понимания, толерантности, тем будет легче этим женщинам. А со стороны государства нужно работать над созданием таких механизмов, которые будут стимулировать по факту, а не формально, не просто буквой закона, а реальными действиями женщину пойти на программу заместительной терапии и чувствовать себя на этой программе защищенной и неуязвимой. Пока этого не будет, все женщины зависимые. Это мишени. Это просто ходячие мишени. Когда женщина уже понимает, что у нее есть реальная угроза лишения родительских прав, я рекомендую обращаться ей на горячую линию, где ее проконсультируют и перенаправят, возможно, к пару юристам, либо адвокатам, которые либо займутся ее делом, либо хотя бы осуществят первичную консультацию. После этого женщина будет иметь хотя бы примерное представление, что, какие конкретно шаги ей нужно предпринять для того, чтобы хотя бы минимизировать риски лишения родительских прав. Для этого есть консультации профессиональных юристов, для этого работает множество организаций по всей территории Украины. Национальная горячая линия по вопросам наркозависимости и заместительной поддерживающей терапии – это такой адвокационный механизм, который решает вопросы, я бы сказала, начиная от где находится сайт и как попасть на заместительную терапию, заканчивая сложными юридическими проблемами, вопросами с наркологией. Работают операторы, работают по принципу равный равному. У нас нет людей, которые не были в проблеме и в теме, то есть это либо действующие пациенты заместительной терапии, либо ребята, которые уже закончили программу и просто сейчас в ремиссии, то есть они консультируют, и также на линии работает юрист, также на линии работает врач-нарколог, ну и линия сейчас работает с 6 утра до 23 часов, потому что ситуация с коронавирусом показала, что звонков и обращений гораздо больше проявлений домашнего насилия, гораздо больше кейсов нарушений прав человека со стороны полиции, и поэтому мы сейчас работаем практически целые сутки. На сегодняшний день складывается такое ощущение, что никому из органов, кроме Национальной горячей линии по вопросам наркозависимости и параюристам, которые продолжают и будут продолжать помогать таким людям, просто такие люди не нужны.